А сюда приехали, тут классно, да, Люлька? Я пока не буду этого делать, потому что без жены опасно это все делать самостоятельно. И по поводу мамы вы спросите, где она вместе с младшей дочкой и сыном. Самое глубокое место 3 сантиметра отклонения. Жестко, конечно. А я прописываться в этой деревне не буду. Мы сегодня первый раз будем ночевать в этом доме. Доехали мы сегодня до хутора. Нас из Леруа очень сильно напугал ливень. А сюда приехали, тут классно, да, Люлька? Да. Тут прям вообще птички поют, дорога сухая, прям вообще ляпота. Набрали мы наконец-таки влагостойкий ГВЛ для ванной комнаты. Бедная Нивка, она чуть-чуть подсела, все-таки 200 килограмм. Вот. Ну, машина работяжка, рабочая, как бы все как и должно быть. Еще я прикупил, кстати, чуть-чуть инструмента. Очередной раз. В общем, жена спрашивает, куда ты деньги все время деваешь? А я вот прикупил коробочку для будущей разводки под автоматы, 8 автоматов, ну, чтобы по всему дому свой автомат на каждую комнату шел. Ну, по-хорошему, конечно. Вот, а из инструмента я прикупил вот такую себе кирочку. Потому что мне надо будет вот с той пристройки отвалившиеся, валяющиеся кирпичи подбивать раствор, чтобы сделать себе поддон. Ну, короче, экономия раствора под трап. Еще я взял вот такую коронку, чтобы не вручную мучиться и не долбить под распределительные коробки отверстия. Вот, чтобы поаккуратнее было. Но, правда, зараза, дорогая она. Вот. Еще одна распределительная коробочка под 2 автомата. Это пойдет на кессон, на кухне поставлю. А то меня тут один подписчик в ТикТоке напугал, что у него через 3 года провода изоляция распалась. Я в трубу свою не уложил. В общем, дабы если вдруг коротнет, то выбила автомат, а не сгорела проводка. Ну и, соответственно, взял сами автоматы для этого дела на 35 ампер мощность. По идее, должно хватить, потому что на 35 амперах, в принципе, можно и сварочный запускать. Да-да, я как электрик с абдеповских времен, скажем так. Ну, в общем, я меряю все сварочными. Тянет сварочный аппарат или нет. В моем понимании, если что-то тянет сварочный аппарат, значит оно и потянет что-то более-менее адекватное. Вот поэтому я автоматы меряю сварочными. Задача отбить штукатурку, пройтись укрепляющей грунтовкой. Вот. Стены здесь ровные, в отличие от этой стены. И наклеить сюда ГВЛ листы влагостойкие, чтобы стена стала ровная. Она уже будет фактически подготовлена под штукатурку. Вот. Под штукатурку, под плитку, извиняюсь. А здесь надо будет поставить маяки и точно так же ровно прикрутить потом листы ГВЛ, чтобы все это дело выровнять. Самое главное, что я уже канализацию начал прокладывать. Это уже выход для будущего трапа. Трап я планирую поставить как раз здесь в уголку. Здесь вывести трубы для сантехники. Но я пока не буду этого делать, потому что без жены опасно это все делать самостоятельно. Ну, в общем, те, кто женат, я думаю, понимают, почему опасно. А те, кто не женат, женитесь, поймете. В общем, пока оставляем так. Ну вот, ГВЛ листы я занес, уложил. Здесь 28 листов, должно хватить на нашу всю площадь. Я вот единственное опасаюсь за этот угол. Тут сейчас лежит 700 килограмм. Плитка, плиточный клей и листы ГВЛ. Каждый лист по 8 килограмм. Надеюсь, что не рухнут полы и ничего не провалится. Молодечек хорошо помогает, особенно маме. Сколько уже очистил. Кстати, по поводу мамы вы спросите, где она вместе с младшей дочкой и сыном. Ну, уже какой день мы даем отдохнуть просто маме, прийти в норму после родов. Также сына мы оставляем просто за компанию. Ну и здесь, честно сказать, за ним присматривать некому, он больше мешает. Я, к примеру, вчера возился с пеной, и если бы не баба помогала, то сын был бы весь в пене клей. А его, насколько вам известно, отмыть очень тяжело. Затягивается время с ремонтом. Планировал сегодня уже поставить маяки для листов ГВЛ.
но заболтались с дочкой. Я ей начал рассказывать основу финансовой грамотности, что такое активы, пассивы, что деньги не зарабатываются, а делаются. Вот. Ну, во всяком случае, я хотя бы просто загрунтовал стену. Вот они все мокрые, грунтовочка. Вот. Здесь я буду проходиться в один слой грунтовки. Если под пеноплекс я ложил 2 слоя, грунтовал точнее, то на этих стенах будет по одному, потому что здесь их буду крепить еще отдельно через пластиковые дюбели, вот, чтобы держалось. Не доверяю я этой штукатурке. Вот мне интересно, по какой причине на этих стенах почему-то штукатурка отбивается хорошо только в середине, к низу сложнее, кверху сложнее, а вот в середине так. Попутно повыдергивал провода, которые мне не нужны. Я буду тут новую проводку закладывать, уже одну дырочку проковырял там наверху. Вот, и буду вести с той стороны стены. Временем у нас тут скромный стол с одной маленькой колбаской, батоном и маленьким кусочком сыра. Хоть чай с сахаром есть, это радует. В общем, по этой стене отбил я, значит, маяки, чтобы стенка была по уровню, так как у нее пузо, и немножко обалдел от того, насколько она неровная. Сейчас покажу. Самое глубокое место 3 сантиметра отклонения. Жестко, конечно. 3 сантиметра. Я даже не знаю, чем их выравнивать. А ведь тут будет плитка. Если я не буду соблюдать углы, то у меня получится некрасиво в этих углах. Разная получится длина. По швам она не будет сходиться. Не знаю, куда здесь плитка ложится. Но, тем не менее, вот там кусок неровной стены. Тут была впадина наверху. Тут она выступала немножко. Также пеноплекс лег в разнице большой. Там у меня прям по шву горку. Ну, такого рода у меня получаются маячки. То есть задумка, что на них опирается гипсокартон. Сзади запененный, я в промежутках его притягиваю к стене более длинными саморезами. Ну а внутри, соответственно, запенен. Пеноплекс оторваться от стены не должен. Гипс будет приклеен к пеноплексу и зафиксирован еще на всякий случай саморезом с насквозь весь этот бутерброд. Другого, к сожалению, выхода я не вижу, так как к штукатурке прибегать я очень не хочу. Это вот стыки будут 2 листов. Ну тут 4 листов. Вот так вот крестов. Итак, приклеил я первый листик, как планировал. Вот так у меня получилось. Запенил. Это так, ради пробы. Посмотрим, сейчас подожду пока, когда он приклеится. Откручу саморезы, посмотрю, насколько прочно. Аж интересно. И одно из самых важных дел, которое я сделал на сегодня, это я поменял тут лампочки. В этой комнате мы ее ремонтируем. Лампочки я никак не доходил поменять. В общем, доченька молодец. Стену почти доделала. Вот там уголок остался небольшой. И уже сюда перешла. Еще надо будет вот это все отбить. Но тут Ольга обещала половникам их поснимать. Ждем. Завтра нам надо будет поехать в МФЦ за пропиской в Рамонь. И дочка, сын, дочка, жена уже станут полноправные члены данного домика в хуторе, прописанные с пропиской, с правами и со всеми делами. Будем дальше двигаться. А я пропишусь после того, когда наконец переоформлю свой автомобиль Kia и Niro. В общем-то уже вечереет, получается, что и нам пора, по-моему, собираться домой. Вот такой у нас закат на хуторе. Аж эхо раздается. В общем, такой вот красивый закат, поют птички. Классно, свежий воздух. Как тут хорошо. Ну все, теперь я второй официальный житель нашего хутора. Поздравляю! Спасибо. Теперь у нас в хуторе 2 официальных жителя. Скоро Я будет. и еще бабушка одна. А я прописываться в этой деревне не буду.
Шучу, шучу. Конечно, пропишусь со своими детками. Надо дозакончить мне определенные моменты. У меня просто на Кии красивый номер, и я не хочу его потерять. Поэтому я хочу еще со ставропольской пропиской переоформить на себя автомобиль и поеду потом перепрописываться. Ну, с документами решили. Теперь заехали в Леруа Мерлен. Подзакупились немножко. Трубы всякие для сантехники, всякие штуки. Кровати надувные взяли. Мы начнем потихонечку ночевать, пока без даже условий, ну, чтобы меньше кататься. Да, дорогая? Да. В общем, у нас сейчас такая тенденция, что мы в Леруа Мерлен каждый день оставляем минимум червонец. Ремонт эта штука все-таки очень дорогая. А еще у нас на съемной квартире случилось небольшое ЧП. Значит, приезжаем мы в Леруа Мерлен, звонит дочь и говорит, что дверь она открыть не может. Ключ вставляет, а он не поворачивается. Дверь здесь металлическая, тяжелая, благо мы живем на первом этаже. Как мы попадали в дом, вы сейчас увидите. Похоже, что домовой не хочет нас отпускать с данной квартиры, потому что по сравнению с прошлыми квартирантами мы просто идеальные квартиранты. Мы квартиру в порядок привели, у нас чисто, комфортно, спокойно. Прошлые квартиранты здесь устроили ужас. Но это другая история, которую я рассказывать точно не буду. Причем домовой нас решил не отпускать очень интересным способом. Сначала у нас в туалете начали нас топить соседи сверху, потом у нас сломалась микроволновая печь, сейчас у нас проблемы с входной дверью, и это все буквально за неделю с того момента, когда мы приняли решение и точную дату, когда мы отсюда съезжаем. Вот такие вот дела. Всем привет снова с хутора. Мы сегодня первый раз будем ночевать в этом доме. Тут мне немножко помогают в стройке, поэтому немного шумно. Но я думаю, вы понимаете, что стройка дело такое. В общем, на квартире, где мы проживаем, сейчас ведутся разнообразные работы. Но не только на квартире, а в целом и в доме. Мы решили на эти пару дней пожить пока здесь. Идея с саморезами в виде маяков оказалась годной. Вот я уже 2 ряда ГВЛ листов уложил под потолок. Получился точнее вот такой бутерброд у меня. Вот запенено. Где-то я допенивал потом отдельно здесь пистолетом. Но в основном на лист раз наносил. Крепился еще вот тут по краям и в серединке на всякий случай. Вот он был. Вот саморез. Вот. Я думал, будет хуже. Приложил правило. Отклонение, ну, 1-2 миллиметра, где как. Получилось довольно прочно, никуда не гуляет. Прям я доволен. В общем, мне теперь надо будет здесь сейчас докрутить саморезы, подготовиться. И устанавливать водорозетку. Здесь делать отверстия, чтобы увести туда трубы. Ну и, соответственно, все это делать, потом закрывать. Ну, это вы увидите, что получилось, что получается буквально вот-вот. Вот, блин, жена приехала, и теперь пришлось навести порядок во всех электроприборах, которыми я пользовался. Во-первых, в Леруа купил вот такие синие катушки. Теперь мои 30-метровые удлинители, которые я наматывал вот на такую палку, я намотал на катушечку аккуратненько. Но здесь я не закрепил вот эту на розетку, а на втором удлинителе таком закрепил. Это сюда просто не влазит. Также у меня вот такой прожектор, который, вот он, вот, в ванной. У меня просто были отгрызаны провода. Пришлось поставить вилочку. Раз уж такая пошла песня с приведением в порядок удлинителей и всего прочего. А я всего лишь навсего хотела помыть полы, и мне нужно много воды. Как Виктору тут классно. Ты царь горы?
Да, вот человек царь горы. А вот, кстати, второй удлинитель, который я сделал себе. Вот так вот я закрепил розеточку. Получилось почти как заводской. Только за... В общем, провод был, только катушку купил за 500 рублей. Супруге вот там нужен колодец. Воду набирают. Уже быстрее переезжать. Я вот это помещение хочу сделать себе под мастерскую, убрать туда инструмент, свои железки, насосы и прочее, то, что мне нужно. Здесь ему сейчас синяк. Вот я, по-моему, когда-то уже говорил, что мне его под сено, честно сказать, использовать жалко. Здесь капитальное кирпичное строение, причем даже с печкой. Здесь я могу себе забацать вполне неплохую мастерскую, особенно на первое время. Мы уже здесь немножко территорию расчистили, покосил траву, поубирал, здесь стало более такой порядок. Надо здесь, тут куча всяких палок непонятных с гвоздями, более лучше все это дело прибрать, повыкосить. Потом я здесь буду делать навес. Все-таки мне непонятно, что у меня с крышей, почему она проломлена. Кто-то мне говорил, что упал снег оттуда с крыши и проломил. Но снег, кусок крыши срезать и согнуть, отогнуть никак не мог. Мне кажется, кто-то сюда залез, пытался залезть в гараж через крышу, и пока лазил, ее проломил. И попутно похоже, что кто-то начал по ним стрелять, потому что вот там отверстие от пуль в стекле. 3 выстрела там было. В общем, непонятная история, конечно, этого дома, очень интересная. Кстати, также в Леруа прикупил трубы 20-е, холодные, горячие, канализационную трубу прикупил. В общем, потихонечку затариваемся. Прикупил я себе такой набор, опять же таки, это не реклама, это я действительно купил в магазине за свои деньги. Прикольный набор, конечно, о качестве я не могу судить, но у него и набор головок для пайки, даже перчатки в комплекте есть. Мы покупали. Да, Оля говорит, мы покупали. Даже рулеточка для замера небольшая есть, уровень, чтобы трубы ровно поставить. Прикольный наборчик, вроде как. Сейчас покажу сам паяльник. Вот он, сам паяльничек. У него даже ножнички в комплекте есть. Ну, правда, конечно, не знаю о качестве этих ножниц, скорее всего, ерунда. Но для 20-х труб вполне подойдет, мне кажется. Самое интересное, я еще никогда не паял полипропиленовые трубы. Ну, будем пробовать. Все когда-то приходится в первый раз. Парадокс в том, что у нас уже потихонечку деньги на заезд сюда начинают заканчиваться. Многие спрашивают, за счет чего мы купили здесь дом, за счет чего мы делаем стройку, делаем какие-то ремонты, живем и так далее. Все очень просто. У нас в Пятигорске была недвижимость, мы ее продали и купили здесь, вложили в дом, вложили в землю, вот, вкладываем потихонечку в ремонт, ну и так далее. Вот. Несмотря на это, я, конечно, тоже работаю, но зарплаты 40-50 тысяч в месяц на семью из 5 человек не хватает. Вот. Поэтому нужно быстрее здесь оживлять тот гараж, который мы хотим, под то, что мы хотим. А что это, вы увидите в следующих видео. Ну, в общем, мы продолжаем заниматься с домом, приводить его в порядок. Знаете, что я забыл в этом всем деле? Кстати, вот здесь я буду водорозетку ставить. Но самое главное, что я забыл, здесь будет раковина. Один кран на раковину, на душевую, гусак. Вот слива не было под канализацию. В общем, под умывальник. В общем, здесь я проковырял, ставил аккуратно. Попутно выбил уже отверстие, чтобы дальше уводить канализационную трубу. Стена-то будет вся утепляться. В общем, сейчас буду устанавливать водорозетки, трубы паять, уводить. Ну, сегодня уже вечер, 9:30. Надо потихоньку заканчивать. Что же я сделал? А вот так я сделал. Зашил, осталась небольшая полосочка. Установил водяные розеточки. На сантиметр торчит от листа, прям ровненько все замерил, все хорошо. Вот много времени отняли трубы, потому что первый раз я их паял, пока установил, пока все это дело сделал. Вот. Ну и подгонка, соответственно, листов. Вот этот вот кусочек будет самый
такой долгий, но я его не стал сейчас одевать, потому что мне нужно будет здесь в угол вставить тройник для трапа, потому что здесь будет душевая. Ну, на сегодня вот так. Стенка зашита, в принципе, получилось довольно неплохо. Отклонение по проливу миллиметр, максимум 2. Конечно, знал бы я изначально, что получится такой большой бутерброд, такая толщина, я бы изначально поставил бы все это дело на профиль и внутрь уложил утеплитель, а сверху покрыл бы специальным грунтом. Вот, но думал, что будет вот так лучше, легче, проще, быстрее. В итоге у нас все как обычно. Вот. В общем, до завтра. Всем доброе утро. Я в барском троне от моего автомобиля, от нашего с женой, пока мне ничего не прилетело. В общем, всем доброе утро. Переночевали мы здесь ночку, сделали для себя пару интересных выводов. Вывод первый, что все-таки в своем доме лучше. Никто тут не мешает спокойно кричать, орать, шуметь и делать все, что хочешь в любое время. Вот, до часу ночи жена подсказывает. Вот. Ну и вывод второй. Дом термос просто жесткий. Мы вчера легли, на улице было прохладно, и сегодня мы ночью спали, потому что в доме было холодно. Он содержит температуру в себе, продержал всю ночь, которая была вчера на улице. Мы утром вышли в 5 утра на улицу, жена выходила. А на улице теплее, чем в доме. Мы вот решили позавтракать в спартанских условиях. Ну, это те, которые старшие. Младшая тоже сейчас завтракает. Но показывать ей этот процесс не буду. Старшая, привет скажи всем. Привет. Ну, средний еще не скажет. Скажи доброе утро. Доброе утро. Вот нет, сказал. Молодечек. У нас многие спрашивали, что за пруд. Вот мы решили туда прогуляться. Ну, мы, конечно, люди нормальные, нас вот в округе обступили тучи, громыхает гром. Но мы решили идти на пруд. Все вместе. Все вместе, да. Пойдемте быстрее, а? Жизнь в этом доме появляется. Уже чувствуется потихонечку, что мы заселяем этот дом, он становится жилым, а не просто брошенным. В одном из прошлых роликов мы обещали показать, как Оля будет половником сбивать вот эту кафельную плитку. Теперь она должна сдержать свое слово. Начинай! Да-да, как обычно я накосячил, но если бы я каждый день делал ремонт и стройки, может быть, этого бы и не было.